Здравствуй, предприниматель и любитель готовить дома вкусно. Сегодня продолжаем наш кулинарный аттракцион. Будем готовить, ребят, очень вкусное блюдо. Вот, посмотрите на наши ингредиенты все. Вот. Кстати, кто тогда угадал, что это были индюшиные сердечки? Всем огромное спасибо, что вы разбираетесь, понимаете и так далее, да, ребят? Ну что, начнем. Так. Нарежем, ребят, меленько наше мясо. У нас 3 вида мяса индюшиного. Получается, вот это бедро. Вот. Вот что не нравится, выбираете вот эти части. Вот. Видите? Режем, вот, чтобы было удобно нам потом в блюде это все употреблять, да? Так, это бедро. Это грудка, а это индюшиное сердечко. Кстати, очень многие угадали. Я лично сам подумал бы, что это баранье сердце, если честно. Вот смотрите, да, вот такая вот. Я думал, это баранье будет. Но нет, это индюшатина. Вот. Так что, кто написал баранина, и те тоже молодцы. Вы тоже молодцы. Так, теперь белое мясо. Ну так, шикарная индейка вообще. И тоже вот на такие кубики, больше не надо, ну, чтобы удобно было потом. И, ребят, сердечки порежем на 4 части, вот так, раз, два, вот так. Вот такие нормальные, такие как брусочки получаются. Вот так, раз, два. Вот так будет нормально. Вот так на 4 части режем нашу картошку, ребят. Все, ребят, пока мы все это нарезали, наш казан вот на таком пламени разогревался. Представляете, да, какая температура? Сейчас мы наливаем масло. Вот так, посмотрите, какая температура. Тут вообще даже очень опасно. Ой, я так и знал, что так будет. Но ничего, ребята. Смотрите, температура бешеная просто. Так, аккуратно. И добавляем мы картошку. Тут воды нету, но все равно она влажная. Надо очень аккуратно добавлять. Вот так. То есть все на максимальном вот таком жаре делается, ребят. Мы сейчас все наши продукты вот так обжариваем быстро. Грибы, мясо, лук и так далее, да. И потом это все соединим, поженим, и будет очень вкусно, ребят. Сейчас мы это все жарим. Пока специю ничего не добавляем. Жарим, достаем. А потом все мы сделаем как надо. Уже все, температура упала. За счет температуры картошки. Она же холодненькая чуть-чуть. И температура уже как бы... Я еще эту заслонку закрыл, нижнюю поддувало, посмотрите. Вот. И уже более щадящий режим такой. Все. Вот довели до такого цвета, ребят, посмотрите, золотистый, видите? Вообще. И убираем его в тазик.
Ребята, это очень горячо. Вот такой крымский лук уже у нас молодой пошел, ребят. Пока наше мясо там сейчас обжаривается, мы заготовим нашу овощную нарезку. Что мы будем добавлять туда, да? Вот такой крымский лук вообще, он прям сладкий, знаете. Вот так, раз. И два, да? Так, и нарезаем кому как нравится. Это обычный лук, тоже уже свежий, молодой. Так, пока мы нарезали там наши овощи, ребят, наше мясо дошло вот до такой кондиции. Опять, как картошку, убираем. И пошли наши грибочки, ребят. Аккуратно, чтобы они у нас вот так, о. Грибочки решил целыми бросить, потому что они так будут сочнее. Они еще ужарятся, станут маленькие и будет самое то. Кстати, ребят, недавно ехал я в машине и слушал радио, да, вот, и дорога была длинная, и как раз разговаривали в радио про вино. Оказывается, вино надо не закусывать, вернее, после вина надо не закусывать, а вином надо запивать. Вы что у меня такие умные, чего вы мне не пишете эти комментарии? Вот. Оказывается, надо вот так. А я все время делал неправильно, и вы молчали. Как это так? Вот, значит, правильно, говорит, надо покушать вот так. Вот, и потом вином запивать. За ваше здоровье. То есть, в прикуску что-то поел, запил, что-то поел, запил. Вино так. Так что пишите в комментариях. Вот так. И так как у нас пошла такая винная тема, употребим такой винный термин. Сделаем такой купаж из специй для нашего блюда. Мы же еще ничего не добавляли. Что мы делаем, ребят? Кориандр. Пожалуйста. В нашу мельницу. Раз. Соль крупная вот такая. Мы все вместе вот так сделаем и промолим. Будет вкусная такая специя получится.
соль и горошек, перец, да? Получится очень вкусный такой насыщенный купаж специй. Ну, вот так, я думаю, будет достаточно. И все, и наша чудо-мельница пошла в работу. Вот такая у нас специя вышла, ребят. Запах, даже вот через мельницу такой запах идет, что вообще, видите, тут все есть, да? Жареные гвозди можно ей приправлять и кушать. Убираем почти все масло вот это лишнее. Она уже нам ни к чему, она уже отработала. Вот. Вот на донышке столько оставили ее чуть-чуть. Сколько возможно было, мы достали. Все, теперь мы отправляем нашу ранее пожаренную картошку. Так. Мясо. Добавляем лук, болгарский перец и горький перец. А чеснок, зеленью мы прям уже накануне будем добавлять. Так, и разочек это все мы помешаем. Вот так. Ой-ой-ой. Представляете, какая вкуснятина вообще. Так, самое главное, ребят, наша специя. И берем нашу петрушку, ребят. Мы его предварительно вот так помыли, замочили. Видите, вода когда чистая, значит все. На зелени очень много грязи. Мало того, что там грязи, там и всякие букашки, жучки, паучки. Ее надо вот так замачивать. А еще лучше соль добавляете в соленую воду и ее туда. Пока это все готовите, она там, короче, проходит всю необходимую обработку. И очень меленько, очень мелко мы нарезаем петрушку нашу. И с чесноком в конце мы ее добавим в наше блюдо. Будет просто очень вкусно. Так, добавим еще чесночка вот так сюда сверху. Вот так раз. Ну и мы тем временем, пока наше блюдо там готовится, сделаем такое карпаччо из огурцов и помидоров, то есть салат. Как у итальянцев, знаете, карпаччо это все сырое там. Так и у нас помидоры, огурцы. И так как мы на Кубани, у нас не оливковое масло, а подсолнечное масло. Вот. Помидоры разных сортов, один такой, один такой. Так, один огурчик возьмем. Есть. Так, сюда. Вот так. Чуть-чуть масла олив, этот такое, простите. И вот так маслицем. Раз. Есть. И чуть-чуть нашей специи добавим тоже сюда. Получится настоящий овощной карпаччо. Так, и как, значит, сначала мы пробуем. А потом запиваем. Вот так надо. И все, ребята, окончательный штрих. Зелень, чеснок. Раз.
Все это мы вот так еще раз. Вот так. Ой-ой-ой. Все, ребят, блюдо наше полностью готово. Перекладываем ее в нашу порционную тарелочку, мисочку. Так. Так. Чуть-чуть сыра подрежем к нашему карпаччо из огурцов и помидоров. Так. Подольем нам винца чуть-чуть. Есть. Хлеб. Так, ну что, ребят, пробуем наше блюдо. Это, я думаю, будет очень вкусно, ребят. Ну что, начнем с картошки. Картошка. Это у нас грибочек, да? Очень вкусно. Так, теперь белое мясо. Сердечко, да, вообще очень вкусно вообще получилось, ребят, это очень вкусно. Запиваем вином за ваше здоровье. Так. Помидоры вообще очень вкусные. Все, ребят. А, у нас еще на десерт есть черешня. Вот, пожалуйста. Первая черешня пошла. Все, ребят, показал вам очень вкусное блюдо. Попробуйте, я думаю, вы не пожалеете. Сделайте, нетрудное, знаете, ну вы сами видели. Не обязательно, если нет такого инструмента, да. Ну, можно, я не знаю, на сковородочке дома сделать, но на дровах, конечно, совсем другой эффект. Вроде бы, знаете, как на шашлыке дым, огонь не прикасается к блюду, да, но все равно аромат как-то проходит, это, я не знаю, магия какая-то, все равно получается очень такой, ну, природа, дым, огонь. Это все очень вкусно, ребят. Все, я вам желаю огромного счастья, здоровья, мирного неба над головой. Как сегодня у нас, видите, какое солнце. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, советуйте друзьям. Ну, вы это все прекрасно и без меня знаете. До новых встреч.